Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами будем делать коррекцию ногтей. Итак, у нас очень перехоженная коррекция. Почему перехоженная? Потому что в это время я отдыхала в отпуске, и клиентки мои все коррекции переносили. Наша работа осложнена потерями. У нас потеряно 5 пальцев из 10, но они потеряны в процессе работы и скорее больше сколупаны, нежели поломаны самостоятельно. С клиенткой мы договорились ногти больше не колупать и переходим непосредственно к коррекции нарощенных ногтей. Итак, мы с ней выяснили, что в принципе та длина, которую мы в прошлый раз ей делали, ей было довольно-таки комфортно и удобно. Поэтому на остальных пальчиках убираем длину ровно настолько, насколько она отросла. Кстати, стразики, которые у нас на ногтях сохранились, снимаем сначала кусачками техническими, а потом уже пилим фрезой. Сразу же фрезой придаем форму свободному краю, и в принципе пилочкой нам останется допилиться совсем немножко. Как обычно, ногти у нас здесь вниз растущие, нам их необходимо поднимать, поэтому сразу же на этапе подготовки наших ногтей я приподнимаю и выравниваю боковые параллельки, для того, чтобы сразу видеть тот масштаб, насколько мне необходимо докладывать материалом, чтобы выровнять ногти окончательно. Пилочкой заравниваю поверхность после фрезы и этой же пилочкой прохожусь по натуральному ноготочку для того, чтобы его взрыхлить. Далее, как обычно, отодвигаем кутикулу, убираем триги, наносим праймер, базовый гель и переходим к коррекции. Итак, для того, чтобы сделать коррекцию этим ноготкам, мы смешали для себя материал. Опять же, мы смешали акрилатик с блесточками, с пигментом и добавили туда светящийся в темноте пигмент для того, чтобы ноготочки наши сияли.
сожалению, сам процесс создания замеса пришлось вырезать, потому что я так увлеклась, что влезла головой в кадр, и было совершенно не видно, что я там делаю, было видно только одну мою голову. Но мы с вами такой замес уже создавали, и именно этим замесом мы делали тот дизайн, который вы видите у меня на руках. Поэтому вернитесь, этот дизайн на канале у нас уже есть. Посмотрите, и там очень хорошо было описано и показано, как же я это все смешиваю. На самом деле ничего сложного, берете все, что у вас есть под руками блестящее, и замешиваете это все в акрилатик. В данном случае в основу для замеса я взяла нежно-розовый акрилатик, не камуфлирующий, а нежно-розовый. У меня получилась вот такая вот красивая по цвету и по оттенку смесь. Те же пальчики, которые у нас были поломаны, нужно, конечно же, дорастить. Мы же не можем наставить все пальцы длинные, а эти короткие. Поэтому подставляем бумажные шаблоны и прямо на бумажный шаблон в одну капельку во всю высоту будем моделировать наш ноготочек. То есть мы не будем делать прозрачную подложку. Вот в этом вся прелесть акрилатиков, вся прелесть полигеля в том, что они очень хорошо просыхают на всю моделирующую высоту. То есть мы выкладываем сразу же наш материал в форме будущего готового ногтя, что достаточно облегчает нашу задачу и ускоряет время работы. Сразу же моделируем полностью всю длину, форму, которую нам необходимо, следим за высотой апекса, следим за тем, чтобы ноготочек был у нас под минимальный опил. В принципе, можно выложить практически в безопильной технике, но опять же я люблю пилить мы будем в любом случае, поэтому я слишком на этапе выкладки не заморачиваюсь, потому что потом будем опиливаться. Подхватываем наш материал буквально 10 секунд. Он у нас изнутри слегка подсушиться не успевает. Мы поправляем внутреннюю арочку после снятия формы и поджимаем наш ноготок. Почему именно таким образом? Потому что если мы пересушим ноготь, то в процессе поджатия акрилатик и полигель у нас будет собираться белыми разводами. То есть будут такие некрасивые, как трещины, не трещины, что-то такое. Если у вас получаются такие разводы, значит вы пересушиваете материал, значит нужно его поджимать намного раньше. Но в данном случае я слегка его не досушила. Он слишком мягкий и под прищепкой слишком загибается. Поэтому я его зажимаю пальчиками, потому что прищепка зажимает его слишком сильно. Ну а теперь сам опил. Выпиливаем из наших ноготочков то, что нам необходимо. Как я говорила, мы поднимали свободный край, поэтому изнутри у нас будет довольно-таки большая толщина материала, которую мы потом уберем при помощи фрезера. Но именно благодаря этой толщине материала у нас получится красивая арочка на нашей коррекции. Подробнейшую схему опила я для вас уже сняла, скоро будет на моем канале, поэтому не забудьте подписаться на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления, и следите за новостями, скоро коррекция на моих руках и будет подробнейший разбор опила. Обратите внимание, какая толщина материала у нас на кончиках.
именно за счет вот этой толщины мы и подняли свои ноготочки. Поэтому теперь нужно очень внимательно все это выпилить, аккуратненько, не повредить гипонихи, тот, который у нас растет под ногтями, потому что это будет довольно-таки болезненно. Итак, сегодня на этом мы с вами остановимся. Вот такие ноготки у нас получились, очень красивые, очень интересные. Завтра мы с вами начнем рисовать на них дизайн, будет дизайн разный на двух разных руках, поэтому не пропустите новые ролики. Я же на сегодня с вами прощаюсь, всем до новых встреч, пока!